ушла девушка, не хочет отношений. Как вызвать у нее интерес? Смотрите, очень важно, мы не можем вызвать сразу чувство любви и желания быть вместе. Сразу нужно воздействовать на эмоцию интереса и любопытства. Как это правильно сделать, я расскажу вам в этом ролике. А с вами я, семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Смотрите, очень частый совет, и говорят, базовая техника, чтобы вернуть девушку, нужно уйти в игнор, дистанцироваться, взять паузу, уйти в подполье, не контакт, не отвечать на ее сообщения. В принципе, это имеет место быть и хорошо работает. Но кроме этого, просто уйти в игнор, исчезнуть, испариться и ничего не делать, ничего не произойдет. То есть ждать с моря погоды не будет. Позиция ждуна не работает. Для этого очень важно работать над своим имиджем. Имидж – это то, как нас воспринимают окружающие люди. В психологии есть такое понятие – цена на брачном рынке. У женщин, у девушек есть своя цена и у парней. Причем критерии ценности разные. Смотрите, для девушки важно, какую вы девушку выбираете – умную или красивую. Красивую. То есть для девушки важна красота. При прочих равных условиях вы всегда выберете красивую, более красивую. Может быть, не такую богатую, не такую умную, но главное, чтобы она была красивая, чтобы ее хотелось, она у вас самая лучшая. А девушки выбирают парня более значимого, статусного, интересного. Если вы расстались, значит, произошел в отношениях где-то дисбаланс. Кто-то говорит, баланс значимости завален, кто-то другие параметры выделяет, например, баланс брать-давать. Но очень важно для парня быть ценным для девушки. Для девушки важно быть красивой. И мужчины иногда расстаются, потому что девушка запустила себя, перестала за собой ухаживать, она стала не такой привлекательной и ценной. Для мужчины важен социальный статус. Нужно быть интересным, прежде всего для себя, для девушки, вообще для мира в целом. Но есть определенная последовательность, очень четкая, строгая, как мы восстанавливаем и качаем свой статус, имидж. Точно так же, как в строительстве, сразу мы делаем фундамент, заливаем, потом стены, потом крыша. Крышу никто сразу не строит. Но почему-то в психологии мы сразу начинаем работать над статусом, над имиджем. Это получается такие, знаете, пустые понты, и человек выглядит в лучшем случае смешно, в худшем очень жалко, и как-то от него хочется держать подальше. Его статус еще больше, он его заваливает. Поэтому очень важна последовательность. Итак, если мы сравним с домом, как я говорила, фундамент, стены, крыша, то наш фундамент – это эмоциональная стабилизация. Это фундамент, без нее никак. Когда вы расстались с девушкой, то естественная реакция – это депрессия, грусть, чувство предательства, люблю и ненавижу, хочется прийти, задушить, убить, и чуть ли не в морду дать, и хочется обнять, пожалеть и рассказать, какая она хорошая и красивая, как плохо без нее, как вы ее любите. Чувства противоречивые, они прыгают, они цикличные, то люблю, то ненавижу, то хочу быть с ней, то не хочу. Это говорит о том, что вам очень болит и нужно обязательно эмоционально стабилизироваться. Самая сильная эмоция в этот период – это депрессия, тоска, когда ничего не хочется. В среднем этот период в норме занимает месяц. Это если у человека, скажем так, например, сангвиники быстрее переживают расставание. У меланхоликов это может затянуться на год. Это тяжелые случаи. В среднем 3 месяца. Раньше 3 месяцев, месяц, 3, в зависимости от того, какие у вас были отношения, как долго вы встречались, как сильно друг друга любили, период по-разному длится. Но меньше месяца не бывает. В среднем около 3 месяцев. Этот этап, когда все болит. Когда вас выгрустилось, выплакалось, вы поныли, поплакали, где-то погрустили, ничего не делали, кто-то побухал, пострадал. Это проходит, и симптомом является то, что человек высыпается, проснулся отдохнувшим, появился аппетит, появилось здоровое сексуальное влечение и желание что-то делать. Это говорит, что вы залечили душевные раны. Если вы начнете восстанавливать свой имидж, то он будет такой жалкий, бедный и несчастный, пожалей меня. Ничего хорошего из этого не получится. Это фундамент.
Теперь стены или второй шаг. Мы снижаем значимость девушки. Когда, знаете, вот когда болит, вы не можете снизить эту значимость, вы немножко в эмоциях. Когда эмоции прошли, улеглись, как я говорю, отстрадалась, вы смотрите на девушку трезвыми глазами, скажем так, свежим взглядом, и понимаете, что не такая она идеальная. И целлюлит у нее есть, и чавкает она, и в шахматы не умеет играть, и вообще иногда дура дурой, и что с нее возьмешь. То есть она не такая идеальная. Но это может произойти только после того, когда отстрадалась. Пока человеку без нее плохо, он ее идеализирует. Поэтому стены, второй шаг мы не можем сделать. Вот это второй шаг. Третий шаг, мы работаем над имиджем. Вот как я говорю, чтобы девушке стало интересно. Здесь смотрите, какие базовые вещи. Начинаем с нейтрального, с разминочки, скажем так. У каждого из нас есть дела, которые нужно было давно сделать. Куда-то съездить, кому-то позвонить, с кем-то встретиться, какие-то бумажки отвезти или забрать. Ну вот надо было сделать, руки не доходили, не было времени. Так вот сейчас вы начинаете делать эти дела, то есть закрывать то, что нужно было сделать очень давно. Второе, вы начинаете показывать миру, не надо ей показывать, вообще показывать миру, то есть какие-то фотографии размещать, с кем-то встречаться, с друзьями, с общими знакомыми, что у вас что-то происходит. Для этого вы фотографируетесь, там фотографии самый главный показатель – это новизна. Без фанатизма. Не надо там на лысо бриться, как что-то там себе, какой-то татуировки набивать или волосы красить в какой-то другой цвет. Достаточно новая футболка, вы сфотографировались в новом месте, возле какой-то новой машины. И вот девушка не знает, это ваша машина или это чья-то другая, или может вы познакомились с девушкой, у нее такая машина, с каким-то человеком, она его не знает, это по работе, ну вдруг какой-то или вообще кто это. Здесь любопытство должно. В стратегии эту девушку вернуть мы воздействуем на инстинктивный уровень, на глубинный. Глубинная эмоция – это любопытство у девушки. Она говорит, как? Убьюсь, но узнаю. Мужчина говорит, узнаю, убью, а девушка говорит, убьюсь, но узнаю. Поэтому очень важно вот этой непонятности, что и как происходит. Вы даете информацию, но дозированно. Ошибка, когда вы начинаете делать фотографии успешного успеха. У вас этого нет, но вы пытаетесь что-то изобразить. Здесь нужно быть очень осторожным. Если мы пытаемся изобразить то, чего нет, девушки это чувствуют. Как они это чувствуют? Чувствуют интуицией. Природа наградила мужчин и женщин разными способностями. Мужчины физически более сильные, у них бицепс, поэтому мужчины сильные. Говорят, косая сажень в плечах, это красота мужская. А у женщины есть такое чувство, как интуиция. Женщины чувствуют, я говорю всегда, спинным мозгом, третьим глазом, пятой точкой, она это узнает. И часто спрашивают, ну вот, Светлана, вы говорите, вот я много всего делаю, как она узнает? Узнает, не переживайте. Девушки это вот на глубинном уровне чувствуют, если у ее парня, а она вас, кстати, очень много сил вложила, если вы не знали, так считают все девушки. И если вы с этим не согласны, ну, конечно же, не согласны, девушки, нет, они уверены, что они в своего парня душу вложили. Они научили его там одеваться каким-то манерам, они много о нем заботились, и тут вдруг, когда он был неуспешный, неудачник, там, в депрессии, у него ничего не получалось, с работы, мало денег, она была с ним. А тут вдруг у него что-то происходит, а она не с ним. Не дай бог, он достанется кому-то другому, да не в жизни. И девушки эти моменты очень хорошо чувствуют. Я вам приведу обратную ситуацию. Например, парень бросил девушку, потому что она располнела. И говорит, пока не похудеешь, на глаза мне не показывайся. И вот она похудела на 100 грамм, кофточку сняла, говорит, все, возвращайся, я уже похудела. Когда она на самом деле похудеет, это будет видно невооруженным глазом. Точно так же и здесь. Если у парня действительно происходит что-то очень важное и значительное, то девушки это чувствуют. Не переживайте по поводу того, что она не узнает. Узнает. В конце концов, Google знает все. И наши социальные сети, вот как-то так все настроено, что даже если у нас кто-то не в друзьях, нам все равно показывают информацию об этом человеке. Такое ощущение, что вот телефон, он читает наши мысли и переживания. Девушка всегда узнает.
Ошибка, когда она вам что-то написала, ей очень интересно. А, кстати, в это время вряд ли и очень редко у девушки произошло что-то глобальное. Она принца за это время не встретит, замуж не выйдет. Если, ну вот так получилось, не дай бог, ваша девушка за это время успела забеременеть и куда-то выйти замуж, то я вам скажу так, что судьба вас очень любит. И хорошо, что вы расстались с этой девушкой, потому что эта девушка ненадежная. Это вас, скажем так, спасло от каких-то ненужных проблем в будущем. Обычно в течение 3 месяца, полгода ничего глобального не происходит. И девушка тоже скучает. Тут она видит, что у парня что-то происходит, и она начинает спрашивать, как дела? Обычно пишут, да, привет, нормально, хорошо, а как ты? Нет, вы пишете, дела идут, или дела имеются, или просто тупо какой-то смайлик. Посмотрите, кстати, фильм «7 часов на соблазнение». Вот маленький фрагментик показываю. Вот смотри, как давно вы уже расстались? Где-то месяца 4. И за эти 4 месяца она пробовала как-то связаться? Нет, но... Ну что, она звонила, писала тебе, СМС, WhatsApp, забивала письмами твой почтовый ящик? Нет, ну и что с того? Как это что с того? Это Джорджи. Она ответила мне в мессенджер. Одна дома, уже в пижаме и в кровати. Нет, Что нет? не надо, не отвечай. Почему? Это тест на подкаблучника. Чего? Тест на подкаблучника. Чтобы понять, контролирует ли она тебя. Заканчивай уже с этой псевдонаучной ерундой, ладно? Псевдонаучный? Да, вот. Приеду через час, повесим вместе полки. Тест на подкаблучника. Надо же было до такого додуматься. Я сегодня уже устал, и завтра утром рано вставать, давай в другой раз. Это был тест на подкаблучника. Я же говорила. Женщины всегда так делают. Это инстинкт, понимаешь? Еще со времен первобытных людей. О, господи, опять этот ужас про первобытных людей, я тебя умоляю. Можно я ей отвечу? Нет, Дай-ка мне. прошу тебя, не надо. Спокойно. Нет, что ты делаешь, не надо. Малышка? Я так не говорю, зачем ты отправила? Смотри. Малышка, мне нравится. Ей нравится? Да как это может ей нравиться? Зачем все эти смайлики? Просто так. Как это? Что это значит? Ничего. Как это ничего? Соблазнение. Как это? Не обязательно все, что мы говорим, должно иметь какой-то смысл. Иногда мы что-то делаем только ради того, чтобы вызвать у других любопытство. Правило 3 китов. 3 китов? Основа любого соблазнения. 3 кита. Магия, чудо, тайна. Хочешь сказать, что в том, что ты сейчас послала, нет никакого смысла? Нет. Да ну брось, я тебя умоляю, хватит уже. Что ты там пишешь? Что это значит? Подумай, спокойной ночи. Так нечестно, я умираю от любопытства. Вот и хорошо, умирай. Парни часто всегда ищут какую-то логику, смысл в поступках, а вам нужно, скажем так, действовать как девушка, тем же оружием. Не побольше новизны и непонятности. Девушка в растерянности, ей еще больше хочется узнать. И она вам пишет, проявляет активность. Ваша задача не игнорить, ни в коем случае не игнорить. А отвечать ей, не докармливая, обтекаемо. Вы улыбнулись, смайлик ей послали, ей должно быть очень интересно. Ошибка, 2 крайности, когда парень или вообще игнорит, никак не отвечает, перезвоню ей, пускай помучается через день. Вот эти пинги интереса, они, знаете, очень быстро перегорают. Буквально день-два, и потом девушка перегорела. Она может смертельно обидеться и больше вам не написать. Поэтому не надо долго игнорить. Но в то же время не надо по свистку приезжать и все рассказывать, что и как у вас происходит. Вы можете ей рассказать, да, дела, все решаемо, все хорошо у меня. Слушай, и отвлеклись, какая погода хорошая, птички какие-то, давай по мороженку поедим. Вы не рассказываете ей обо всем, но с ней общаетесь. Это подогревает интерес, и девушке хочется с вами быть и общаться. Вы этот интерес, скажем так, подпитываете, и потихоньку у нее должно быть столько интереса, что вот это сразу любопытство, интерес, и оно перерастает в сексуальную фазу. Когда этого очень много интереса, ей хочется побольше быть с вами, общаться и иметь отношения. Но это уже совсем другая история, об этом я буду рассказывать в своих других роликах. С вами была я, семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.